Привет! Решил потихоньку начать знакомиться с брендом Edifier и первую модель выбрал их самую младшую версию Edifier TVS-1. Но даже в ней все за $30 нам уже обещает квалкомский чип с поддержкой кодека aptX и бешеную автономность. Ну что ж, проверим. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Edifier TVS-1 поставляется в белой коробке из плотного картона. Упаковка звезд с неба не хватает, но в целом такая приятная. Внутри нас ждет кейс с наушниками внутри и под ним еще пакетик с амбушюрами, провод для зарядки micro-USB и инструкция. Амбушюры в принципе неплохие, такие мягкие, эластичные, в ушах держатся хорошо. Все в комплекте 3 пары, и мне на этот раз подошли самые маленькие. Комплектация довольно скромная, но все самое необходимое здесь есть. Наушники представлены в двух расцветках, черные и белые. Я выбрал белый цвет. Кейс сделан из глянцевого пластика белого цвета. На крышке размещен логотип компании, с обратной стороны разъем для зарядки. Крышка магнитная и, кстати, не люфтит, что приятно. Но в открытом положении она не фиксируется. Мне лично удобнее с фиксацией. Сборка самого кейса не очень аккуратная. Видно, что стыки такие немного кривые и зазоры тоже разные. В маленький кармашек на джинсах кейс влезает спокойно, он небольшой. Наушники сделаны из такого же глянцевого белого пластика, и по форме мне они очень напомнили Meizu Pop 2. И, кстати, сидят также удобно, не вылетают даже во время тренировки. На внешней стороне красуется логотип компании, сбоку микрофон, совмещенный с индикатором заряда, обозначение левого и правого наушника, и на внутренней стороне контакты для зарядки. Наушники прям компактные, вес каждого всего 4,5 грамма, кейс весит 31 грамм. Чему я не очень рад, индикатор во время работы мигает синим цветом раз в 5 секунд. По мне, конечно, это лишнее. В Edifier TVS-1 можно спокойно бегать под дождем, так как в наушниках заявлена влагозащита IPX5, то есть защита от водяных потоков с любого направления. Но, как обычно я говорю, без фанатизма. В наушниках установлен аккумулятор аж на 60 мАч, что довольно много. В кейсе аккумулятора еще на 500 мАч. Производитель заявляет время автономной работы целых 8 часов. Амбициозно, но правдиво. Тут они меня, конечно, удивили. На максимальной громкости Edifier TVS-1 проработали 8 часов 21 минуту. И таким образом мы получаем самые долгоиграющие наушники, которые были на канале. От кейса их еще можно зарядить 3 раза. Получается очень неплохая автономность в таком компактном корпусе. Управление наушниками происходит с помощью сенсорной панели. Функционал такой: короткое касание на любом наушнике, плей-пауза, двойное на любом наушнике, следующий трек, тройное касание на любом, предыдущий трек. Удобно, что переключать можно любым из наушников, жаль только, что управления громкости нет. Поначалу у меня, конечно, были случайные касания, но это стандартная ситуация. Потом к этому привыкаешь и случайные нажатия почти пропадают. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-1. В тихом пространстве незаведенная машина. Что заметил, есть эффект громкой связи. Такой, и речь она такая, как будто вдалеке. Не могу сказать, что мне прям нравится. Разговаривать можно, Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-1 в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Да, фоновые шумы теперь очень слышны, в частности музыка. В общем, я понял, микрофоны не очень. 3, наверное. Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-1 на улице. Ветра нет, мимо едут машины. Все слышно вокруг, что происходит, поэтому мне не очень нравится. Хотя на самом деле на стадии монтажа переслушал еще раз микрофоны, вроде не так уж плохо звучат. Может быть, только тихо. В общем так, балла на 3-4. Задержка звука. В YouTube она, конечно, есть, но прям очень маленькая, относительно, конечно, других ушей. В играх, конечно, тоже небольшая, но все-таки есть. В шутеры играть сложно. Почему я вообще обратил внимание на эти наушники, так это из-за их заявленных характеристик. В наушниках стоит 8-мм динамический излучатель, что, кстати, странно, потому что, к примеру, в старшей модели TVS-5 установлен 6-мм драйвер, ладно, конечно. На борту установлен квалкомовский чип 3020, и при подключении к телефону автоматически определяется кодек aptX. Запас по громкости большой, 60% это для меня максимум, дальше уже слушать не могу.
Мне кажется, эти уши больше подходят для современной музыки, и вообще они мне понравились. Плотный бас, ее прям ни много и ни мало, золотая середина. На средних вы не услышите чумовой детализации, но за $30 она достаточно ясная и без очевидных провалов. Высокие неплохие, на некоторых треках может немного слишком звонкие, но в целом хорошо. В отличие от Wavefan Xpods 3 здесь нет акцента именно на нижних частотах, поэтому приглушенность тоже как таковая не ощущается. Наушники звучат достаточно сбалансированно. Но это, конечно, с поправкой на свою стоимость. В целом, зачет. По поводу прерываний. В метро у меня пару раз они были, но правда на доли секунды, потом звук восстанавливался обратно. Тут прям придраться не могу, такое бывает почти на всех ТВС-ушах. Дома наушники ловят уверенно через 2 стены, за третью уже начинает заикаться. На улице заикание происходит только если отойти метров на 9-10, но в целом это нормальный показатель. Если подводить итог, за $30 мы получаем просто зверскую автономность, приличное звучание. Вообще каких-то конкретных косяков я особо даже выделить не могу. Да, там стыки на кейсе кривые, но в целом это мелочь. Общее впечатление от наушников приятные. Мне теперь интересно, как себя проявят старшие модели в линейке Edifier, но это мы уже узнаем немного позже. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, как тебе Edifier TVS-1. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!